Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители, хотел назвать телезрители, но в этот раз просто зрители. Меня зовут Антон Чехов, и это снова шоу «Безос курит». Сегодня четверг, и это шоу у нас будет не последним, но заключительным в этом году. Мы будем рассказывать сегодня, как и было анонсировано, об очень интересных вещах, которые, я думаю, что после сегодняшнего дня вы сами сможете очень много прокачать свои знания, вы сами сможете очень много чего сделать. В том числе у вас будет четкое понимание, что дает вам американские компании, если вы их откроете. С нами, без нас, без разницы. Просто открывайте американские компании. Я вам сейчас расскажу, почему. Вот. И во второй части нашей программы, минут через 10, я думаю, подключится Денис, который вам расскажет, как регистрировать Amazon аккаунты, как регистрировать их на американские компании, как это сделать максимально безопасно, как настроить ВДС, как пройти правильную регистрацию, какие адреса указывать, какие телефоны брать, как получить открытки, как пройти видеоверификацию и так далее, так далее, так далее. Если у вас будут какие-то вопросы, с удовольствием пишите, где бы вы нас не смотрели, на любой площадке. В комментариях у вас есть такая коротенькая строчечка, и вы туда пишете любой свой комментарий, пожелание или лучше всего вопрос. И на эти вопросы без проблем мы на них на все ответим. Ни один вопрос не останется без ответа, и будет очень интересно, я вам обещаю. Прямо сейчас вы можете поделиться этим прямым эфиром на своей странице в соцсетях, для того, чтобы у нас было больше людей. У нас уже подключилось 20 человек. Мы выходим одновременно на 8 платформах. Ищите нас на канале YouTube ideal.cc, это наше название компании. Вот. И в 7 самых популярных сообществах по Амазону, в Facebook, не буду их перечислять, вы их и так сами все прекрасно знаете. Прежде чем мы начнем, я думаю, что меня хорошо слышно, но как правило, это всегда так происходит. Вот, но итак, сегодня хотел бы еще для всех анонсировать, что со следующего года мы немножко изменим наш формат. И самое интересное, что будет, мы сейчас решаем технический вопрос, как приглашать американских спикеров, то есть американские компании, американские банки, американских амазонеров, тех англоязычных специалистов, которые могли бы также в прямом эфире отвечать на ваши вопросы, но впервые в истории мы это будем делать в прямом эфире и с синхронным переводом. Никто никогда этого не делал с синхронным переводом, и я знаю, что для многих из вас общение с американцами или там с американскими банками или с какими-то другими организациями – это сложный процесс, поэтому что мы будем делать в следующем году? Мы сделаем это все то же самое, как и сейчас, но с синхронным переводом, и у нас есть уже профессиональный переводчик, который будет это делать специально для вас. Так что подписывайтесь на те группы, на наши каналы, и это будет интересно, я вам обещаю. Итак, я расскажу немножко о том, что у нас сейчас изменилось. Я думаю, что все сейчас обсуждают вопрос про ВАТ, связанный который с 1 января стартует в Украине. Уже давно работает ВАТ. Amazon взимает этот налог 20% для тех, кто является резидентами Беларуси и Украины. Я вам сейчас покажу несколько экранов, которые вы можете это найти все в FAQ, ну, то есть типа в факе Амазона, и, собственно, это прочитать. Вот так выглядят условия по ВАТу в России. Здесь, в принципе, вот вам вся информация, и написано Amazon will charge the standard rate of VAT applicable to your Russia country of residence of any monthly subscription fee, selling on Amazon fee and advertising fee. То есть о чем здесь говорится? О том, что все продавцы на Amazon из России, они платят дополнительные там 18%, кажется, или 20% с каждого платежа, который идет в рамках subscription fee, в рамках selling on Amazon fees. И самое главное, то есть самая большая часть, вы платите за рекламу на Amazon, если вы PR-щик, вы платите за рекламу на Amazon значительно больше, то есть примерно на 20% больше, чем за это платят все другие. То же самое, сейчас я покажу отдельный слайд, то же самое касается Беларуси. Здесь также все это написано, вы можете найти всю эту информацию в Амазоне. И самое главное, что я хотел вам показать, это последние изменения, связанные с Украиной. И
вот так вот они выглядят, вот так выглядит сообщение, что с января 2022 года новые правила, бла-бла-бла, и что 20% стартует ВАТ с 1 января, если вы не предоставите свой Valid Tax Registration Number в Seller аккаунт. То есть как это сделать, тоже, в принципе, все написано. Так вот, в чем здесь, на мой взгляд, главное преимущество, да? То есть, когда вы укажете, безусловно, вы можете указать там украинский ВАТ или не указывать его вообще, тогда вы будете платить over 20%. И вот мы рассуждали буквально вчера с нашим главным бухгалтером, сколько в среднем платят наши компании, которых мы обслуживаем, уже больше 300 компаний, все владельцы это из наших стран СНГ, из России, Украины, Беларуси, сколько в среднем они платят за год налогов и там дополнительных каких-то расходов по своим компаниям. И мы пришли к выводу, что на самом деле они платят, как и большинство самых крупных компаний в США, платят 1-3% от того, что они зарабатывают. Объясню, как это все происходит, и на самом деле это все достаточно просто. Да? То есть если вы, там, ваша компания, условно, вы заработали, получили от Амазона за год $1 миллион, возьмем просто грубую цифру, это $1 миллион. С этой $1 миллиона вы потратили на покупку товара, на зарплату сотрудников, на еще что-то 900 тысяч. И вот с разницы миллион минус 900 тысяч вы платите тот пресловутый налог в зависимости от того, какую форму компании вы выбрали. То есть в 90% случаев мы выбираем форму компании, это корпорация, соответственно, вы платите 21 плюс 6 по штату Джорджия. То есть 27% со 100 тысяч это $27 тысяч, но и вот здесь вот и начинаются дальше, кто-то называет это манипуляциями, а кто-то называет это оптимизацией налогообложения. Я называю это оптимизацией налогообложения, потому что вы не являетесь резидентами США, и вам абсолютно в большинстве случаев не нужно, у вас нет такой задачи платить как можно больше налогов в США для того, чтобы получить какие-то бенефиты. Ну, там это есть определенная строка для тех, кто живет в США. Поэтому все, мы можем максимально это оптимизировать и сделать так для того, чтобы вся та налоговая нагрузка, которая у вас остается в итоге, по итогам года в Соединенных Штатах Америки, сводилась к нескольким сотням долларов. Опять же, это при правильном планировании. У нас есть компании, которые на обслуживании, у которых 2, 3, 5 миллионов долларов в год оборота. И скажу вам честно, федеральных налогов они платят пару тысяч долларов. Там 2-3 тысячи долларов со своих оборотов в миллионы. Компании, которые, скажем так, в нижней категории, там до 500 тысяч долларов, платят там 500-700 долларов в год налогов на всю компанию, и дальше там идут некоторые опции, да, то есть в зависимости от сложности работы вы платите нам за нашу работу, но опять же это в конечном итоге это составляет там 2-3 тысячи до 5 тысяч долларов в год вместе с налогами, вместе со всем. Опять же, если вы продолжаете продавать как физическое лицо из Украины, как вот было на нашем примере, да, о чем мы сегодня будем в том числе говорить, вы платите 20% за over, то есть больше, за каждую сумму, потраченную там на рекламу или еще на что-то. Вот, то есть это намного больше, в десятки раз больше, я бы сказал, в годовом отношении, чем вы будете платить налогов по итогу, если вы откроете компанию в США и будете вести деятельность напрямую через нее. Не говоря о том, что какие бенефиты вам дает американская компания. Вы можете торговать там пестицидами, вы можете с американскими компаниями, Amazon ведет разговоры немножко по-другому, и у меня очень часто, как продавцу, тоже поступают звонки от Amazon, а давайте мы вам поможем, а давайте мы вам подскажем и так далее. То есть отношение совершенно другое, можно брать кредиты, и о кредитах мы расскажем в следующем году. Это очень прикольная тема, мы сейчас к ней активно готовимся. Вот. И на самом деле намного больше бонусов и перспектив, если вы торгуете с американской компанией, не говоря уже о том, что вы экономите деньги непосредственно вот, собственно, на этом. Вот.
И в конечном итоге, что позволяет делать американская компания, что не позволяет делать, скажем так, физическое лицо из Украины, когда вы торгуете. Американская компания с оборотом до 20 миллионов долларов в год, это, скажем так, это называется малый и средний бизнес. Да, до 20 миллионов долларов в год это такая некая определенная психологическая планка в Соединенных Штатах Америки. Она прописана в том числе и в налоговом кодексе. Вот. Все компании с оборотом до 20 миллионов долларов в год имеют полное право реинвестировать всю свою полученную прибыль обратно в деятельность компании. То есть вы заработали, вот сейчас как раз мы подбиваем многие из наших компаний, сейчас мы под конец года, мы подбиваем итоги, да, мы понимаем, что у нас есть какая-то прибыль, и что мы делаем? Мы делаем донейшены. То есть донейшн это в общественные, там, общественные организации, фонд матерей или, я не знаю, какую-нибудь церковь. Вот, мы покупаем новое оборудование, мы покупаем автомобили, мы покупаем, ну, вы знаете, я купил себе RV, хочу попробовать это как отдельное направление деятельности, почему бы нет, потому что у меня под конец года остаются деньги, как у любого бизнеса, которые можно и нужно реинвестировать обратно в бизнес. Вы малый бизнес, вы имеете право выходить под ноль, тем самым снижая налогообложение, и это та плюшка, которую вам дает американское законодательство, американское право. Вот это если в общих чертах. Если нужно, то есть, пожалуйста, обращайтесь к нам или к любой другой компании за открытием вашего бизнеса в США. Если вы обратитесь к нам, мы вам поможем на каждом этапе. Мы знаем от и до, начиная от регистрации компании и проконсультируем вам, как перевести ваш аккаунт, если он уже у вас есть, или зарегистрировать новый аккаунт. Вот это вот как раз вторая часть нашего разговора, о которой мы будем говорить прямо сейчас. Вот я смотрю, у нас уже 40 человек в прямом эфире. Я разогрел публику, и давайте, здесь есть парочка вопросов, я сразу на них отвечу, мы перейдем ко второму вопросу, это, наверное, более важный вопрос, именно по регистрации аккаунтов и по переводу аккаунтов текущих. У нас есть отдельная инструкция, если вам нужно. Она и гуляет, в принципе, по интернету, но если вам нужно, после эфира обратитесь ко мне, я вам дам инструкцию, как перевести ваш текущий аккаунт, который оформлен на физическое лицо гражданина Украины, на американскую компанию. Если нужно, опять же, поможем на всех этапах, пожалуйста, обращайтесь. Несколько вопросов, я сейчас выведу сюда на экран, и мы их прочитаем. Скажите, как лучше переводить аккаунт с физика на компанию или регать на компанию? Вот здесь есть крайне важный вопрос. Для чего вам перевести аккаунт с физика на американскую компанию? Если вам для того, чтобы, скажем так, избавиться от украинского вата в 20%, то лучше перевести аккаунт с физлица на компанию. Но если вы ставите перед собой какие-то другие цели, например, очень часто к нам обращаются клиенты, которым нужно открыть пестициды или там детские игрушки или еще какие-то категории товаров, которые недоступны иностранцам, они доступны только американским компаниям. Вот здесь последняя тенденция показывает, что переводные аккаунты, изначально там зарегистрированные на украинцев, белорусов или еще кого-то, и потом переведенные на американскую компанию, не дают возможности открывать закрытые вот такие категории, пестициды и прочее. Мы сталкивались с этим очень много раз. Есть люди, которые утверждают, что у них получилось. Я этих не видел. Но я общаюсь регулярно с очень известными разбанщиками, которые занимаются в том числе открытием категорий и спорами с Amazon. Вот. И я им отправлял своих клиентов, которые попали в такую ситуацию. И в большинстве случаев, опять же, я не гарантирую, но в большинстве случаев этот перевод невозможен, не получается. Если у вас есть другой опыт, я с удовольствием вас приглашу в наш прямой эфир, и мы с вами это обсудим, как у вас это получилось. Можно прибыль реинвестировать в сток? Да, можно прибыль реинвестировать в сток, и я рекомендую, и всем нашим клиентам рекомендую, и публично всем рекомендую. В конце декабря, то есть сегодня 16 у нас декабря, вы можете сделать инвойсы, точнее, получить инвойсы от китайцев или от производителей, где бы они у вас ни находились, и под конец года заплатить им как можно больше денег, для того, чтобы у вас не осталось, вы купили товар, он у вас где-то в процессе производства, в процессе доставки, но у вас этих денег нету, и это самый простой метод избежать налога на прибыль под конец этого года. Ну, это самый простой, хотя не единственный. Если вам нужна индивидуальная консультация, обратитесь ко мне или к любому CPA. У нас есть также CPA, вы все ее знаете. Мы можем вам проконсультировать и рассказать, как действовать именно в вашей ситуации, если у вас серьезные вопросы, которые требуют решения.
Дальше вопрос. Если открыть компанию в США, Amazon будет делиться с информацией с украинской стороной? Я не знаю, может быть, вы следили за моими постами в Фейсбуке, на моей личной странице. Amazon делиться с украинской стороной не будет. Но что сделала российская налоговая? Российская налоговая открыла американские сайты общественной информации, таких достаточно много, и даже если вы зарегистрировали компанию в Делавере или там или в каком-нибудь Вайоминге, где типа закрытый реестр, то все равно очень много информации попало в общественный доступ. И целой серии наших клиентов, я писал это на своей странице, пришло уже сообщение из российской налоговой о том, что они не уведомили о наличии у них компании за рубежом, и с них требуют заплатить, подать отчет и заплатить штрафы и налоги. Официального, насколько позволяет мне мой опыт, официального взаимоотношения вот такого нету. То есть российская налоговая должна написать запрос в американскую налоговую, бла-бла-бла. Это не работает. Но умные люди из российской налоговой просто берут общественную информацию, которая может не являться правдивой, то есть она может нести какую-то, ну, то есть недостоверные данные. И вот эту информацию используют как первоисточник, а ты иди попробуй в российской налоговой и докажи, что ты не идиот. Простите, что ты не нарушил этот закон. Вывод один. То есть если это сделали русские, то с вероятностью в 99% украинцы это сделают то же самое. Ваша налоговая, я не думаю, что принципиально украинская налоговая отличается чем-то от российской налоговой. Мне кажется, одна и та же Шарашкина контора. Почему 90% это корпорации? В чем преимущество перед LLC? Это огромный спор. Огромный спор. Мы сейчас обновляем наш сайт, и мы подготовим отдельную справку по детальному рассмотрению различий LLC и корпораций. Если коротко, LLC не платит налоги. В LLC платит налоги ее владелец. То есть вы должны прийти в американскую налоговую, грубо говоря, и сказать, что я заработал $1 миллион, пожалуйста, возьмите мои налоги. Корпорация платит налоги отдельно, корпорация может продаваться, как показывает практика, хоть каждый день, и в случае с LLC вы не можете продать LLC должна быть закрыта и переданы там какие-то активы, ну, то есть это сложная процедура. Я могу об этом говорить достаточно долго, но не в рамках, пожалуйста, этого выпуска. Можно все и проще, отлично. Добрый день. Скажите, пожалуйста, стоит ли открывать компанию, если оборот $5000 в месяц? Если вы занимаетесь PL и у вас $5000 оборот в месяц, то сколько вы тратите на рекламу? Посчитайте, что к этой сумме добавьте 20%, сколько вы денег тратите на рекламу, сложите общий оборот за год, и у вас получится ответ. В вашем случае налогов за год при деятельности от американской компании вы заплатите 0. Я гарантирую, если вы будете правильно вести свою бухгалтерию и правильно сдавать отчеты. Если компания на нерезидента регать на компанию, то пестициды будут открыты. Если компания на нерезидента и регать новый аккаунт на американскую компанию, то пестициды, я вам гарантирую, будут открыты. Мы это делаем очень давно уже, очень много таких аккаунтов мы сделали. У нас в месяц десятки, не побоюсь этого слова, компаний новых, и новые аккаунты мы открываем. Сейчас Денис вам расскажет, как это делать. Вот. И переводной аккаунт не получается пестициды, а если открывать аккаунт даже на владельца компании не резидента США, то аккаунты проходят и пестициды открываются. Есть компания в UK со связанным Amazon аккаунтом в Европе и USA. Есть ли способ открыть новый не связанный аккаунт на Amazon и USA? На этого человека, на эту компанию мы не рекомендуем открывать аккаунт, потому что будет related. Related запрещен, это плохо. У нас есть, опять же, опции, когда мы говорим о том, что давайте откроем компанию на вашего брата, свата, друга, маму и кого угодно, вот, и мы поможем вам провести эту процедуру, чтобы это было два совершенно разных аккаунта и не было никакой связи между ними, между собой. Можно ли перевести аккаунт с USA LLC на USA корпорацию? Хороший вопрос. Мы начали это делать, мы пробуем это, но
Информации у нас пока достаточно мало. То есть у меня есть уже опыт по переводу, вроде бы хорошо, но это не так, чтобы там 10 или 20 аккаунтов мы перевели. Поэтому я бы относился к этому с осторожностью. Может быть, написать какое-нибудь письмо в Amazon о том, что, ребятки, скажите мне, вот у меня изменилось какой-то бизнес-entity, и можно ли мне вот так сделать? Пока у меня мало опыта, поэтому я не могу вам об этом сказать. Если есть SSN, будет ли проще открыть счет в американском банке? Удаленно вы не можете все равно открыть банковский счет. Кто-то должен ножками прийти в банк. Мы это делаем, мы ходим от имени от имени компаний, которые у нас открываются. Мы ходим ножками и открываем счета в банке. Даже если у вас есть SSN, вы должны сюда прийти, и кто-то вот с этим SSN должен пойти ногами в банк. Вот так это работает. У меня аккаунт на физика заблочен. Компания открывать лучше на жену или вообще фамилия, чтобы не совпадало. На жену вы можете открыть. Главное, чтобы не совпадал IP. Денис сейчас буквально через 1 минуту подключится и расскажет вам, как настроить ВДС. Если, опять же, нужна будет вам помощь, пожалуйста, обращайтесь. Мы вам поможем на каждом из этих этапов. Настроить ВДС, открыть аккаунт, открыть компанию. Или, если нужна будет какая-то часть из этих услуг, мы или проконсультируем бесплатно, или возьмем с вас какую-то минимальную сумму за эту работу. Все. Я думаю, что я пока ответил на базовые вопросы. Вы, пожалуйста, пишите, и я с удовольствием, мы продолжим отвечать чуть позже. А сейчас я хочу подключить Дениса. Денис, привет! Здравствуйте, привет. Я надеюсь, ты меня не сильно заждался, я не сильно много отнял твоего времени. Ни в коем случае, было очень интересно. Не то, чтобы я для себя что-то новое подчеркнул, но было интересно. Спасибо за такой комплимент. Ребят, я хочу сказать, что сегодня у нас 16 декабря, и сегодня самый главный день в жизни Дениса. У него сегодня день рождения, и я тебя, Денис, сердечно поздравляю от всего нашего Amazon-сообщества, от меня лично. Мы тебя поздравляем, мы очень рады, что в этот вечерний по твоему времени день, твой день рождения, ты все равно работаешь и бесплатно готов делиться информацией со всей нашей аудиторией, и это часть твоего, в том числе и твоей работы, когда мы рассказываем просто людям: ребята, вы молодцы, вы можете это сделать сами. Ну а ты, Денис, ты молодец, ты красавчик, мы с тобой работаем уже довольно много. Все мои клиенты, которые к нам обращались, они знают, что если они обращаются к нам, то Денис сопровождает их на каждом этапе от начала регистрации аккаунта, просто от задумки, да, что давайте сделаем это круто, до окончания, когда у нас прилетают утилы или еще какой-нибудь бред от Амазона, но мы все равно ни одного нашего клиента не бросаем, и вот Денис сегодня расскажет, как это он все делает, да, Денис? Давай. Однозначно. В первую очередь хотелось бы поговорить совсем чуть-чуть про идеологию, да, касаемо того, что бесплатно делиться информацией. Считаю, что Amazon-тусовка должна построена быть так, чтобы все друг другу помогали, и только это даст возможность строить какое-то здоровое сообщество. Это сугубо мое мнение, которому я стараюсь придерживаться. Что касаемо в целом Амазона и регистрации на Амазоне. Очень интересная тема. С чего начинается регистрация почти каждого аккаунта? Мы должны понимать, откуда он начинает регистрироваться. Для нас всех, с нашими передачами аккаунтов и так далее и тому подобное, с непостоянным местом жительства или что-то в этом роде, мы все для себя определяем 2 пути. Это либо виртуальный сервер, либо прокси. Прокси интересная на самом деле тема, особенно с такими браузерами, как Sphere, который дает очень неплохую анонимизацию, но не так практично, есть очень много нюансов. Мы для себя используем VDS-серверы. Кому-то кажется, что это легче с какой-то степени, но я осмелюсь сказать, что это нет, потому что так как мы их настраиваем, так как мы ищем подходящие серверы, мало кто делает, и мы знаем почему. Многие говорят, что это очень сильно связано точнее, я слышал, что у всех прилетает поначалу запрос на утилити, хоть ты тресни. Я могу сказать, что нет. Есть четкий алгоритм, если не прыгать, мне когда-то еще 1,5-2 года назад сказали, что если не прыгать выше головы или не стоять вообще на ушах, то утилити не прилетает, и я сначала скептически отнесся к этому, но потом понял, что это правда. Касаемо ВДС, что могу сказать? Первое, что должно быть, это мы должны понимать, какой IP у этого ВДС. То есть местоположение. Если мы регистрируем компанию, корпорацию в Техасе, но при этом у нас IP с Иллинойса, это вопросы.
Это однозначные вопросы, почему он там, регистрирует там, Amazon возникают, понятное дело. Это уже нас ставят на галочку. То есть, чтобы этой жирной галочки избежать, нужно просто найти как минимум тот же штат ВДС и вообще желательно даже город. Потому что Amazon не смотрит на какие-либо нюансы, связанные с местоположением, до 100 километров радиуса. Интересная информация, не буду делиться, откуда она есть, но я проверяю это на опыте, и это реально работает. Если у вас что-то не совпадает, какие-то данные по местоположению в 100 километров, это окей. Если больше 100 километров, начинаются, соответственно, вопросы. Чтобы этого избежать, первое, что нужно, это ВДС настраивать по местоположению. Далее. На одном из вебинаров замечательных разбанщиков услышал для себя когда-то, начал применять и понимаю, что это абсолютная правда. Никогда не ищите ВДС-сервера или ВДС-VPS-хостинги с помощью групп в Фейсбуке. Опять же, посоветуйте, дайте или что-то в этом роде. Это должно быть максимально уникальная для вас составляющая вашего бизнеса, чтобы избежать каких-либо related или так далее. Вы ищете, углубляйтесь максимально много критериев нужно, чтобы найти максимально уникальный VDS-сервер с уникальным IP. Что это значит? Старайтесь уточнять максимальное местоположение. Старайтесь уточнять, например, способ оплаты. Допустим, мне не подходит оплачивать картами. Я оплачиваю биткоинами, криптовалютами, чтобы легче было передавать моим клиентам эти аккаунты. Это тоже сразу очень сильно сужает поиск. Да? Не все дают возможность оплачивать криптовалютами. Прием номеров, не прием номеров, идентификация или не идентификация лица, паспорта или что-то в этом роде. Критериев должно быть как можно больше, чтобы вы знали, что чем больше критериев вы пройдете, скажем так, тем более уникальный сервер у вас будет. И вы сможете спать спокойно о том, что как минимум одна галочка у вас просто улетела, из-за боязни получить related или что-то в этом роде. После того, как у нас есть сервер с нужной локацией, мы знаем, что он максимально уникален, да, мы его сами рылись, нашли, мы непосредственно приступаем к самой регистрации. Подожди, Денис, вот здесь вот секундочку. Ты забыл сказать одну очень важную вещь. Про прогрев. Конечно, регистрация непосредственно начинается. Да, когда мы начинаем, мы знаем, что у нас уже есть ВДС. Я просто хотел это немножко по-другому сказать, но спасибо, что заметил. Когда перед тем мы приступаем к регистрации, мы знаем, что мы купили сервер с необходимыми критериями, и мы начинаем его регистрировать. Чтобы начать его регистрировать, мы должны этот сервер непосредственно прогреть. Что это значит? К сожалению, не буду углубляться, но нужно сделать какую-то историю. Все считывают куки, все считывают историю, все считывают сколько и как мы сидим на том или ином сайте. Amazon сразу видит, что мы заходим на него с сервера, то есть, это ничем не скроешь на самом деле. Разница в том, что мы показываем, живой этот сервер до этого был или же нет. То есть, мы должны сделать какую-то историю, показать, что мы роемся на сайтах, мы ищем поставщиков или мы ищем маркетплейсы для продажи, неважно, что по большей степени. И мы прогреваем степень и нарабатываем для него историю. Нарабатываем историю, чтобы когда мы шли на Amazon, неважно, Seller Central Amazon или Amazon.com, он увидел, когда считывает наши куки, и мы даем свое согласие на это, Amazon видит, что мы достаточно живой сервер. То есть никто не запрещает нам пользоваться серверами. По политикам Amazon это разрешено. Вопрос только в том, что он уже косвенно понимает, это плохо или нехорошо. То есть если это голый сервер какой-то, если это вообще видно, что мы только сегодня его купили и начали делать, это подозрительно. Это подозрительно. Мы максимально себя пытаемся обезопасить, прогревая этот сервер. После того, как мы прогрели, мы продолжаем, скажем так, начало регистрации нашего аккаунта. Регистрируем почту. Тут мы должны понимать, что для нас удобно. То есть это может быть Outlook, это может быть Gmail,
В моем понимании самый лучший вариант – это регистрация почты с доменом компании. То есть, если мы, грубо говоря, регистрируем компанию «Рога и копыта», к примеру, самый лучший email будет в данной ситуации – это, допустим, seo21@rogaikopyta.com, то есть с доменом этой самой компании. Это внушает доверие, то есть никакой в этом, в принципе, никакого секрета нету, как это работает. Это достаточно логично. Мы показываем себя как серьезная компания, у которой есть деньги на сайт, есть деньги на хостинг. Мы очень серьезно настроены. Это тоже немаловажный фактор. После этого... Денис, а как ты думаешь, вот здесь вопрос, сайт нужно делать или не нужно делать в этом случае? Я считаю, что нужно. Если мы, как минимум, даже не для Амазона, то есть в любом случае, если при торговле wholesale, по торговле wholesale, к примеру, у нас почти каждый поставщик, почти каждая платежная система, это я говорю, исходя из своей практики, из своего опыта, везде есть поле, куда мы должны ввести свой личный сайт своей компании. Правда, по большей степени везде это написано optional, да, то есть это как бы не обязательно, но это является очень солидным преимуществом, особенно для поставщиков. Вот. Сайт нужен. И, к примеру, построить его на самом деле не так много денег требуется и не так много времени требуется при наличии какого-то специалиста. WordPress в помощь, это все делается за неделю. Вот. Но при этом вы очень сильно повышаете уровень своего бизнеса в глазах Амазона, в глазах поставщиков и в глазах, в целом, сообщества. Вот. Это касаемо сайта. Едем далее. После того, как у нас есть почта, речь идет о номере телефона. Буквально 1,5-2 недели назад алгоритмы поменялись. Тяжело сказать, у кого они поменялись, у Амазона или у, скажем так, поставщика мобильных номеров. Но сначала, когда мы начинали работать, принимала и СМС, и звонки с нашим, скажем так, поставщиком. Я чуть позже, наверное, расскажу, какой именно поставщик, о ком я говорю. Начали принимали и СМС, и звонки. После этого СМС перестали принимать, только звонки. Окей, в принципе, вводим звонок в капчу, получаем звонок, вводим OTP, ничего сложного. В какой-то момент перестает принимать даже звонки, и нет возможности получать OTP. И это уже составило некоторые проблемы. То есть могу сейчас с уверенностью сказать, что самый лучший будет вариант – это именно те поставщики услуг, мобильных услуг, которые вам дают возможность и СМС, и принятие звонков. Просто для многих принятие СМС возможно только после верификации паспортом. Это нужно тоже брать во внимание. Задарма, с которой все работают давно, справляется с этим вопросом, но никто не отменял альтернатив, то есть Google Fi и так далее тоже есть, почему нет. Вот, что я могу сказать. Я понимаю, что ты когда говорил о том, что не работает, это ты говорил про Skype, да? Да, ты абсолютно прав, Антон. Мы начинали работать со Skype, потому что для того, чтобы принимать смс-ки у Задармы, нужно проходить верификацию паспортом. В последнее время они очень тяжело проверяют паспорта. Прям тяжело. И мы поэтому обратились непосредственно к Skype. Со Skype было все окей, не нужно было никаких верификаций, просто берешь, получаешь смс-ки, телефоны. Но, видимо, Amazon тоже, невидимо, 100% Amazon может как по IP определить, это виртуальная машина или нет, точно так же по номеру телефона она может определить, что это за номер телефона, данный Skype, Задармой, или ты конкретно купил симку. Потому что это может сделать Google. Я считаю, что если Google это может сделать, то и Amazon может сделать. Почему я говорю, что Google это может сделать? Потому что он не принимает Задарму. Google не принимает виртуальных никаких номеров типа Skype, Google Fi или что-то в этом роде. Нет, строго симки, настоящие, физические.
он принимает. Если это может сделать он, Amazon, я уверен, тоже это может сделать. Ну да, конечно, Amazon не глупее, да. Да. То есть мы говорим, что задарма работает, справляется полностью со своей задачей, но это не значит, что не нужно искать что-то другое и пробовать что-то новое. Нас интересует смс и принятие звонков. Все. Далее. И я здесь хочу сказать главный нюанс. То есть, когда мы занимаемся регистрацией аккаунта на Amazon, на американскую компанию, то номер должен быть американский. Не украинский, не канадский, не какой-либо другой, а именно американский. Потому что этот вопрос, к сожалению, задаются очень часто. А можно я украинский свой номер, своей сим-карты сотового телефона поставлю? Давайте рассуждать логически. Если вы открываете американскую компанию, то у нее должен быть американский счет в банке с американскими реквизитами, сейчас мы об этом чуть попозже поговорим, американская банковская карточка с американским биллинг-адресом, американский e-mail и американский номер телефона. Нельзя регистрировать e-mail на mail.ru или там bk.ru или еще какой-нибудь там, я не знаю, еще какие-нибудь яндекс.ру или на каком-то украинском провайдере для американской компании. Это нелогично. Давайте будем рассуждать логически, и если мы подходим к регистрации американского аккаунта на американскую компанию, то все должно быть американское. Вот это вот единственное. Антон абсолютно прав. Кроме того, я бы добавил, точно так же, как и с VDS, VPS серверами, есть такая ситуация. Мы не хотим вызывать подозрения. То есть у нас все должно выглядеть максимально логично, чисто, и это нормально. Мы не хотим давать номер. По коду мы можем определить страну, а в Америке мы можем определить даже штат по коду. Мы не должны, это сугубо мой совет, туда вставлять или давать номер, который принадлежит по своему расположению Флориде или Иллинойсу, когда мы регистрируем компанию в Джорджии. Это не критично. Никто не говорит сейчас на этом моменте, что из-за этого вам придет utility bill. Но при совокупности соблюдения всех этих факторов, IP максимально близко к вашему настоящему бизнес-адресу, телефон максимально близкий к вашему настоящему бизнес-адресу, все эти детали не дают вам возможность рассчитывать на максимально безопасную регистрацию аккаунта. Вот. То есть все максимально приближаем к... Согласен, Антон? Да, я согласен. Более того, я хочу добавить. У меня был случай, без открытия Amazon аккаунта мы открывали счет в Bank of America для компании, для американской. Вот. Мы открыли счет в Bank of America, я предоставил доступы, и человек пишет, что он не может зайти, у него постоянно блокировка аккаунта. Мы, наверное, неделю, если не 2 недели потратили на то, чтобы пытались разобраться, почему человек не может зайти. Мы заходим с американских компьютеров в его аккаунт Bank of America, а он не может. В конечном итоге я до него докопался. Давай, рассказывай мне, как ты это делаешь. Он говорит, я захожу на ВДС. Я говорю, хорошо, какой ВДС у тебя? Он говорит, ВДС Джорджия. То есть у нас был отдельный клиент, который заходил с ВДС с Иллинойса. Вот. И в банк он не мог попасть с ВДС в Иллинойсе, потому что счет был открыт в Джорджии. То есть это совершенно 2 разных штата. Вот. И этот человек говорит, я захожу с ВДС в Джорджию, все хорошо. И потом я Денису говорю, Денис, скажи, пожалуйста, что может быть проблемой? И мы тогда нашли проблему. Провайдер, вот этот сервис, которым он пользовался с адресом IP в Джорджии, он принадлежал российской компании. Российская компания, которая предоставляла услуги на территории США. Но каким-то невероятным образом, послушайте, и Bank of America – это самый крупный американский банк, они умнее и знают намного больше, чем Amazon и Google, мне кажется, вместе взятые. У них история такая, что офигеешь. Вот. И Bank of America блочил только потому, что это провайдер российский. Как только мы поменяли на американский ВДС, и Денис все настроил, все, сразу человек смог заходить. Я со своего компьютера захожу, он со своего того же ВДС вроде бы в Джорджии, но от российского провайдера заходить не мог. Вот это еще такой маленький нюанс, который мы хотели сказать. У каждого есть свои политики, у каждого сервиса есть свои политики. Мы будем вскоре, мы всех их поймем, но пока мы их изучаем посредством проб и ошибок. Ну вот. Да, давайте я немножко остановлюсь на вопрос. У нас тут есть несколько вопросов, и мы продолжим дальше. Денис, мобильный прокси не подходит? Подходит. Почему нет? Есть такой замечательный браузер, называется Sphere.
Сфера дает вам полную анонимизацию. То есть вы там настраиваете свое местоположение, свое устройство, свой браузер, очень много критериев. Один из них – это то, какие вы прокси загружаете, мобильный или, соответственно, прокси для ПК. Если вы загружаете мобильный, то вы просто выставляете устройство, с которого вы сидите, это либо Android, либо iOS, iPhone или что-то в этом роде. Это я говорю, исходя из своего опыта, касаемо работы с браузером Sphere. По логике вещей, если вы будете мобильные прокси вводить при входе с помощью компьютера, к примеру, оперы или что-то в этом роде, ну, я уверен, будут какие-то нюансы. Но если вы будете это так делать, то будет все окей. Сфера, установка мобильного устройства, и все будет замечательно с мобильными прокси. Мобильным прокси. А сколько стоит норм ВДС? Вот здесь вопрос. Интересный вопрос. Все достаточно просто. Какие у вас потребности? Я не люблю, когда все сильно глючит. Но при этом я понимаю, что есть какая-то коммерческая составляющая вопроса. Я могу сказать, что нормальный прокси, который я знаю, на 8 гигабайт, 4 или 8 гигабайт оперативной памяти, в общем, чтобы он летал более или менее, в котором я могу быть уверен о том, что это не просто какая-то виртуальная машина стоит и с нее там раздают очень много IP. Нет, это нам не подходит. $20 в месяц. 20 баксов в месяц это окей. Вы можете за эти деньги, по большей части, 60-70% поставщиков предоставляют действительно качественный ВДС. Okay. Вот здесь был вопрос про Viber. Я так понимаю, что это вопрос про номер телефона Viber. Ты не пользовался, не регистрировал вайберские номера телефонов для того, чтобы входить в Amazon? Откровенно говоря, опыта не было. Попробуйте, потом сообщите. Но у нас опыт задарма, и эта история хорошо работает. На каждый аккаунт задарма можно зарегистрировать, по-моему, 10 номеров телефонов, раздать их разным аккаунтам, и все будет работать. Да? Именно так. Еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, при регистрации аккаунта на гражданина Украины, какую выписку лучше загружать, Монобанк или Пионер? Для гражданина Украины вы можете загружать все, что хотите, но вы должны понимать, что с очень высокой долей вероятности вам откажут, то есть или пришлют utility bill, который пройти невозможно. Пробуйте, 10 раз попробуйте, может быть, что-то получится, но... Я не буду сейчас кого-то рекламировать или кого-то там, кому-то давать антирекламу, но на нашем опыте, на моем личном опыте есть очень много случаев, когда выписки Пионера не проходили для Амазона. Я не знаю, как это объяснить, но вроде бы Пионер там и TransferWise, они являются партнерами Амазона, везде это об этом пишут. Но выписки Пионера на Амазоне не проходят. Не говорю, что всегда, но... Очень часто бывают такие случаи, когда Amazon деклайнит, то есть пишет красное, что загрузите другую выписку, ты ее повторно загружаешь, то же самое, и она не проходит. Как это объяснить? Вопросы к Пионеру или к Amazon. Все, давай, Денис, дальше. Я думаю, нужно теперь включать уже демонстрацию, да? Да, ты абсолютно прав. Сейчас мы перейдем к практической части, как это все проходит. Сейчас, секундочку, я включу. Вот наш первый слайд. Да, все очень просто, понятно. Нажимаем Sign Up, аккаунта еще нету. Включаем следующий слайд. Секундочку. Все хорошо. Далее нам все равно выбивает поля для ввода существующих имейла и пароля, но у нас его нет. Мы нажимаем внизу Create Your Amazon Account. Сейчас все очень просто, а вот дальше будет немножко сложнее. Это только первые 3 слайда. Все очень просто. Как на Фейсбуке. Почти похоже, как на Фейсбуке зарегистрироваться. Это тоже почти как на Фейсбуке еще. Так, что могу сказать здесь? Ничего сложного. Your name, email, password. Опять же, мы всегда очень сильно обращаем внимание на your name. Имя должно всегда совпадать с паспортом. Как минимум, оно должно всегда совпадать с последующим указыванием имен. Потому что есть боты, огромное количество ботов. При малейшем несовпадении, все, сразу после заполнения регистрации я могу сказать, что что-то не так. Потому что я вижу, как реагирует на Amazon, что он дает. Чтобы боты не реагировали,
всегда должно быть полное соответствие с паспортом и между последующими данными. То есть your name должно быть такое, какое вы указали в вашем паспорте. Ну и email, и пароль, соответственно. Я бы рекомендовал имя, как у вас сверить, то, что вы здесь пишете, сверить не только с паспортом, но и с данными в компании владельца или там еще какого-то сотрудника, на которого вы регистрируете аккаунт в Амазоне. И это важно, чтобы там и в первом, и в втором, и в третьем случае и написание было одно и то же, а не вариации с фамилиями там, или именами Александр, Александр или еще какой-то такой вариант. Речь даже о другом. В нашей практике, насколько мы с Антоном помним, были случаи с аллитерацией. Да, вот есть такое замечательное имя, как, к примеру, Алексей. Мы можем написать имя Алексей через X, а при этом мы можем написать через K капа и C как доллар американский. Это проблема. То есть юристы говорят, что есть такое понимание аллитерации, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Окей. Кто-то хочет доказывать это Амазону? Нет, никто не хочет доказывать это Амазону. Поэтому мы вписываем точно так же, как в паспорте, без каких-либо аллитераций. Далее к нам приходит OTP-код на почту. Мы его вводим и нажимаем Verify. Первый OTP на почту, и, как мы уже говорили, почта должна быть Gmail или Outlook, и в идеале это ваш домен. Gmail, Outlook или, да, в идеале ваш номер. Ну и, конечно же, она ни в коем случае не должна как-то соприкасаться или быть уже использована на Амазоне. Сейчас у меня, к сожалению, не получилось сделать скриншот, но очень часто, когда либо плохо прогрет сервер, либо по каким-то другим причинам, подозрительным кажущимся Амазону, он сразу дает код на телефон. То есть вы сначала вводите свой email, получаете код, после этого он сразу делает запрос на телефон. Сейчас не получилось, он не дал мне запрос на телефон, но вы всегда должны быть готовы использовать свой телефон 2 раза. Это очень важно. После того, как мы прошли все верификации с кодами, нас перекидывает на вот эту замечательную страницу, где мы видим поля Company Registration Number. Это EIN. EIN есть в наших документах от IRS, ничего сложного, вводим, но опять же предельно внимательно, потому что при вводе EIN хоть одной цифры неправильно, что-то не то будет, сразу вы, допустим, может быть, не ощутите какие-то последствия, но через год, когда вы обратитесь к Антону, могут быть вообще очень жесткие траблы. Вот. На самом деле здесь я бы еще сказал, на самом деле проще немножко, потому что вот этот вот номер EIN очень часто, особенно с новыми компаниями, когда мы переводим аккаунт на компанию, да, вы проходите такс-интервью, и вот там новая компания, EIN очень часто не вводится, и мне пишут: ой, а почему, у тебя что, ты неправильный EIN получил? Нет. Потому что Amazon в автоматическом режиме сверяет данные с базой данных налоговой. И вот это вот connect происходит иногда там через неделю после того, как зарегистрировалась компания, потому что базы типа быстро так не обновляются. Поэтому вот этот вот номер, здесь не надо ошибаться, и никакой там не регистрационный номер в штате или какие-нибудь там еще другие цифры, а здесь только Federal Tax ID, то есть Employer Identification Number, что в принципе одно и то же. Federal Tax ID для компании это Employer Identification Number, это EIN коротко, и поэтому его вводим здесь в обязательном порядке и ничего ни в коем случае не перепутаем. Это самый главный ваш номер, как в России ННН или в Украине, мне кажется, тоже ННН называется. Вот так. Да. Далее мы вводим, обращаю ваше внимание, бизнес-адрес. Бизнес-адрес – это именно тот адрес, где указана ваша компания. Указываем его максимально четко, именно так, как у вас указано EIN later, то есть IRS later. Нужно указывать именно так. Вы должны уже понимать, что этот адрес правильный, на который приходят письма, на который приходит почта или что-то в этом роде. Вот, это очень важно. Да, потому это что... Да. Ну и вы нажимаете после этого, что я подтверждаю, что этот адрес абсолютно правильный. Так, следующий слайд у нас номер... Давай посмотрим.
Это вот предыдущий слайд, извините, я тут что-то не тот слайд попутал. То есть здесь вы указываете, кто регистрирует. То есть как... Денис, расскажи здесь подробно. Да, все достаточно просто. Это первый слайд, который у вас появляется. Ничего сложного тут нету. На самом деле вы выбираете страну. Если вы регистрируете американцев, то есть на юридическое лицо, которое находится в Штатах, вы выбираете, соответственно, американские штаты. После этого бизнес-тайп у нас есть individual, privately, public owned business. Мы выбираем privately owned business, потому что мы единственные, кто владеет нашим бизнесом. Private only business. Далее мы вводим business name. Business name мы опять же берем строго copy-paste с наших документов о названии компании, потому что это очень важно. И опять же мы акцентируем внимание на то, как мы вводим с Inc. или не Inc. В общем, стараемся максимально точно запомнить, как мы это ввели. Это очень важно. Далее, после того, как мы ввели все необходимые данные нам о адресе, бизнес-адресе нашей компании, нам необходимо подтвердить номер телефона, который будет привязан непосредственно к нашему аккаунту. Проверить мы его можем двумя способами. Это либо звонок, либо смс, как вы видите. Предпочтительнее, конечно, смс, потому что не нужно вводить ни капчу, ничего, это максимально быстро и классно. Есть некоторые ситуации, я часто ими пользовался, когда это было удобно сделать через звонок. Звонок, нужно проходить капчу, вводить, поступает звонок, и вам называют шестизначный код. Ну и смс, опять же, шестизначный код. Нажимаем send SMS, и ничего сложного, получаем код. Антон, пожалуйста, вернись на один слайд обратно, там еще есть имена, я хотел бы кое-что уточнить. Предыдущий слайд, там, где с номером. Да. Ниже вот эти поля с именем намного важнее даже того имени, которое мы вводили в самых первых окнах регистрации, потому что именно с этим именем будет сверяться паспорт, данные паспорта. Мы тут вводим first name, middle name, last name. Обращаю внимание, что middle name – это ни в коем случае не отчество. То есть у меня, как у молдавана, написано, грубо говоря, отчество, имя моего отца, Юрий, да, там у русских ребят, у ребят с Украины везде написано отчество. Нет, их это не интересует, это совсем другое. Middle name – это, допустим, Анна-Мария Васильев. А в этой ситуации middle name будет Мария, потому что первая Анна, Мария, Васильев. Мы вообще забываем про наше отчество. Если у нас просто Александр Юдашко, к примеру, мы так и вводим. First name Александр, last name Юдашко. Middle name ничего не пишем. Надеюсь, это понятно. Все, давай дальше. Да, middle name – это такая интересная штука, что кто-то говорит про отчество, но это на самом деле совершенно не так. Нет, это не так. Я уверен, очень многие те, кто говорят про отчество, они погорели, у них были запросы и много проблем. Да, можете загуглить, что такое. Дальше. Далее мы указываем информацию непосредственно того человека, на которого регистрируем аккаунт. Это country of citizenship. Выбираете паспорт, на какого человека, страну паспорта, на которого человека был выдан. Country of birth, это указано также у вас в паспорте. Date of birth, это дата рождения, ничего сложного. Proof of identity, вы можете выбрать два вида документа. Это либо загранпаспорт, либо national ID. Я советую выбирать строго паспорт, потому что на моей практике мы регистрировали только на заграны, но я же вижу, что там еще есть national ID. Я думаю, дай-ка я сделаю ход конем, попробую на national ID регистрировать. Я начал регистрировать на national ID, прошло буквально 5-6 аккаунтов и все. То есть, они начали требовать нотариально заверенный перевод. Даже когда он не требовался, чтобы вы поняли, страна, из которой я регистрирую, там в паспортах даже national написано все на латинскими буквами. Никакого перевода не требуется. Нет, они начали в один момент требовать, вот и все. Что такое нотариально заверенный перевод? Это, как говорил мой дед, огромное количество геморроя. Почему? Потому что это нотариально заверенный перевод, это не просто 2 страницы пластика, да, то есть перед и зад. Это еще где-то
ну, страниц 5-6 документов, отсканированных. Вариантов, при которых Amazon может что-то не понравиться в этих 5-6 отсканированных документах, ну, просто нереальное количество. Поэтому я всем советую использовать строго паспорт. Хотел добавить, что когда вам присылают запрос на утил, это в том числе, это не обязательно запрос на утил, это может быть просто бан и нежелание с вами в дальнейшем работать. Поэтому не рекомендуем идти в сторону National ID, это такая печальная себе история. Да. Мы сторонники паспортов. Да. Далее. Нет, включи, пожалуйста, тот слайд. Еще есть что сказать. Да, хорошо. Угу. Так, это у нас... Сейчас тебе скажу, какой это был. Да, вот это. Да. Чуть ниже у нас есть residential адрес, который мы указывали ранее. Хочу остановиться еще раз на residential адрес. Тут я его закрыл. Там указана улица, номер, индекс, штат, город. Ваша задача для регистрации компании, будучи не резидентом США, это найти адрес, мейлинг-адрес, на который будет приходить вся корреспонденция. Нас в данном случае интересует это OTP-карточка, которая придет. Мы предоставляем такие услуги. Вот, то есть это касаемо того, что найти это достаточно затруднительно в моем понимании, но мы готовы для вас решить эту проблему. Я прав? Да, вот здесь у нас как раз есть вопрос на эту тему, как лучше всего найти адрес для регистрации компании, виртуальные адреса подходят или не подходят. Вот здесь вот главный вопрос, то есть хотелось бы немножко на нем остановиться, что под адреса, как показывает практика, подходят и виртуальные адреса. Но что значит виртуальный адрес? Это офис в торговом центре, по которому можно получить открытку. Ни в коем случае никакие PO-баксы не проходят. Ни в коем случае никакие почтовые ячейки типа в UPS или там в USPS, можно снять почтовую ячейку, не проходят. Даже если они будут вам пересылать прямиком в Украину или в какую-то другую страну, не проходят. В идеале должны быть адреса, которые находятся физически на домах, не в торговых центрах даже, а в физических домах, по которым можно принять открытку или какое-то другое письмо, ну, теоретически, да, и по которому не зарегистрировано 100 тысяч других компаний. То есть что делаем мы? Да, у нас может быть ограничено, то есть мы не можем регистрировать компании, ну, мы можем регистрировать компании в Делавере или в Вайоминге или еще где-то, но в каждом из этих штатов, что Делавер, что Вайоминг, это всего лишь один адрес в поле, по которому зарегистрировано 100 тысяч компаний. И кроме того, что у вас будут проблемы с получением открытки или любой другой корреспонденции, у вас еще могут быть проблемы с релейтедом, потому что в одном адресе 100 тысяч других компаний, я вам объяснил. Да? Что делаем мы? У нас есть качественные, хорошие адреса в Джорджии. Это не хуже и не лучший штат, это просто средненький штат, который он есть. Да? Мы здесь знаем все вдоль и поперек, мы здесь все это прошли, проели и знаем, как это работает. Вот. Мы предоставляем адреса в Джорджии, и сейчас мы начали еще предоставлять адреса во Флориде. Адреса во Флориде – это некие торговые центры, но у них есть некоторая особенность, связанная с тем, что там не указывается никакой номер ячейки или номер какого-то бокса. То есть мы указываем, что вы якобы сняли некое помещение. Дальше могут быть вопросы по Utility Bill. Utility Bill прилетает в случае, если происходит какое-то подозрение со стороны Амазона на то, что вы там действительно не находитесь. И на самом деле в последнее время, то есть у нас за этот год один, по-моему, или два запроса на Utility Bill, это крайне редкая история. Но в чем здесь история, в чем здесь фишка? В том, что когда вам приходит запрос на Utility Bill, скорее всего, с вами не хотят работать. И вам все равно, им все равно, что вы там им пришлете. Пришлете вы им Utility Bill или еще что-то. Просто нужно на этом этапе начинать регистрацию заново и учесть те ошибки, которые, возможно, вы допустите. Здесь нужно много проанализировать. Да, Денис? Да, я бы хотел добавить, что нужно всегда иметь несколько вариантов для регистрации. Вы должны это продумывать. Есть ситуация, когда никто не сможет идти против Амазона. Ну, то есть он вот так себе вбил в голову какую-то ерунду, и если вы будете идти дальше, вы просто тратите время и деньги. Подходите к этому всегда с возможностью регистрации еще на кого-то. Потому что, когда можно сразу по нескольким, скажем так,
по нескольким переходам страницы, да, видеть, что нам дает Amazon, понять, хочет он с нами работать или нет. В тот момент, когда мы понимаем, исходя из нашего опыта, что все, тут просто нечего ловить, мы либо потеряем время, деньги и вообще все в этом мире, мы просто начинаем регистрацию на другой, скажем так, на другой домен, на другую компанию, либо человека. То есть держите несколько вариантов. Вот, это очень интересно. И здесь вот в начале нашего шоу сегодняшнего люди спрашивали, в чем разница между LLC или корпорацией. В LLC вы не можете поменять вот этого владельца компании, а в корпорации вы можете менять этого владельца каждый день. И, пожалуйста, сегодня вы попытались зарегистрировать на компанию «Рога и копыта», которая принадлежит Антону Чехову, а завтра вы сделали повторную регистрацию на компанию «Рога и копыта», которая принадлежит Денису Иванченко, и у вас она прошла. Да, это как минимум очень серьезное преимущество. А? Как минимум это очень серьезное преимущество, я считаю. Да, это очень серьезное преимущество. У нас здесь вопрос, будет запись? Да, будет запись, и мы введем. Да, здесь еще вопрос у нас поступил. Mercury подходит? Да, Mercury подходит. Да. Это платежная система американского банка. Банк называется World Bank and Trust. Он находится в Теннесси, у него есть несколько платежных систем, которые там обслуживаются, и в целом оно все проходит. Что не проходит... Я бы хотел дать несколько советов по Mercury, если можно. На островах находятся, они там где-то, не пойми где находятся. Да, Денис. Хотел бы дать несколько, как минимум один совет по Mercury, по регистрации на Mercury. Они понимают, что вы, будучи украинцем, русским или кем-то там, можете открывать компанию в Штатах. Что это значит? Открывайте Mercury не с ВДС, открывайте Mercury с своих компьютеров персональных, где вы вводите свой домашний адрес, как будучи украинца, русского, молдавана, белоруса или что-то в этом роде. Бизнес-адрес, да, конечно, вводите в Штатах, это бизнес-адрес их не очень интересует, но во избежание некоторых нюансов регистрируйте Mercury со своего компьютера, со своим домашним адресом, и у вас все пролетит просто вот так. Потому что, когда это не вот так, как я показал, это значит, что с вас могут потребовать верификацию лица, это переход по ссылкам, крутишь лицом, так. Это время на регистрацию, никому не нужно геморрой. Если вы сделаете все со своего IP, все будет максимально правдоподобно, с вашим российским, украинским настоящим номером, то вам одобрят Mercury буквально за 1-2 дня без каких-то дополнительных верификаций. Делайте все максимально красиво, чисто и... Да, вот здесь вот разница. На Амазоне нужно регистрироваться с ВДС, а на Mercury нужно даже регистрироваться со своего украинского там или российского... Да. Так, да, давай дальше. Мы уже час общаемся, люди, наверное, устали, но, ребята, у нас для самых стойких. Да, мы стараемся, я буду стараться все быстро говорить. Далее у нас идет подтверждение нашего номера телефона и вот 3 поля, где мы везде ставим галочки, то есть is a beneficial owner of the business, да, конечно, это следующее, is a legal representative of the business, да, конечно, галочку, и I have added all the beneficial owners of the business, тоже yes, везде галочки и save. Окей, все. Так, дальше, сейчас, секунду. У нас тут долго почему-то переключается. Так. Угу. Я акцентирую внимание, мы говорим о том, как регистрировать бизнес-аккаунты. Если честно, я еще на пространстве Amazon сообщества никого не видел, кто бы говорил, как бизнес-аккаунт зарегистрировать. Едем дальше. Тут нам говорят, что будет происходить далее, что мы должны предоставить. Мы нажимаем, что мы все поняли. I understand. Далее мы указываем данные с нашей выписки по банковскому счету. То есть, иными словами, это мы указываем депозит-метод. Я сейчас указал здесь, на этом скриншоте, то, как мы должны выбирать не классический депозит-метод, типа Payoneer или Bank of America, а, к примеру, Mercury, вот как задавали ранее. Мы нажимаем, если у нас Bank of America или Payoneer, они есть все в списке, мы его выбираем один из Financial Institution Name. Но если, к примеру, и вот там, где name, мы должны ввести конкретное название того банка, под которым мы регистрируемся. Как сказал Антон, это Trust Bank. Вот.
Ну, если это Далее. Trust and Bank, Evolve Bank and Trust. Америка, которую мы открываем, мы сейчас начали открывать в Чейсе, скоро мы скажем, какие плюшки там есть, и вы указываете просто название этого банка так, как это указано в стейтменте, который вы скачали. То есть самые популярные там есть. Есть те, которые менее или более популярные, то есть мы выбираем others и вводим вручную название этого банка. Далее. Bank Account Holder Name. Я закрыл это, но там указано название либо компании, либо конкретного лица, на которое мы регистрируем этот аккаунт. Но мы всегда выбираем строго название компании. То есть, потому что в выписке у нас название компании, у нас везде фигурирует название компании, то есть мы ставим галочку на верхнее поле, вот как у меня указано, и там указано название компании. Далее, country, само собой, United States, потому что принадлежит непосредственно этой стране. Ну и routing number and bank account number. Нужно обращать внимание, конечно же, на bank account number есть у вас в выписках, в Mercury он есть, но, к примеру, в Bank of America в выписках там нету routing number. Там его нет. Да, мы гуглим, но мы гуглим именно по тому штату, где мы его открыли. То есть, если мы открыли в Джорджии, мы обратились к Антону, это джорджевский routing number Bank of America. Это нужно понимать. Вот. Ну и bank account, он у всех есть у нас в выписках. Это все ввели и едем дальше. Да, вот здесь главный момент, что если мы указываем не американский банк, это может быть Пионер, Вайс или какая-то другая история, то вот здесь может быть конфликт интересов. Почему у американской компании нет счета в американском банке? И если это Пионер, может быть, как раз вот в этом и кроется причина, то есть какое-то сомнение у Амазона. В чем логика? Да? Но, опять же, это мои догадки. Мы должны понимать, что Payoneer дает, и Wise, кстати, в том числе, они дают реквизиты Великобритании. То есть, если у кого-то не проходит выписка с Payoneer, и мы указываем United States, мне кажется, есть смысл попробовать указать Payoneer, но при этом Great Britain. Я считаю, что есть смысл попробовать. Еще один важный момент. До того, как мы вошли в аккаунт, именно увидели Seller Central и даже выбрали, на каком маркете мы будем торговать, North America, South America, Europe, Japan или что-то в этом роде, там есть такие поля после регистрации. До того, как мы нажимаем эту кнопку, это просто попытка регистрации. До попытки регистрации мы можем вводить любые данные, мы можем, грубо говоря, хоть стоять на ушах. У нас есть такая возможность. После этого все, мы должны придерживаться максимальных регламентов Амазона. Далее мы вводим карту. Конечно же, credit card number, expire date, мы тоже вводим все предельно внимательно. Самое интересное – это card holder's name. Оно всегда абсолютно должно быть таким, какое название компании, которое мы ввели. С инком. Это могут не совпадать, конечно, размеры букв, да, то есть с заглавной буквы или с маленькой буквы, это не важно. Но содержание должно полностью совпадать. Если это не совпадает, срабатывают боты, и нам не дают возможность до конца зарегистрировать аккаунт. Вот. Это максимально четко и внимательно запоминаем. Card holder's name, как название компании. Далее next. У карточки биллинг-адрес, желательно, чтобы он совпадал с адресом компании, потому что если вы будете использовать свою украинскую карточку, то с высокой долей вероятности деньги оттуда не снимутся, потому что биллинг-адрес будет другой. А если биллинг-адрес другой, то это прямой конфликт интересов между американской компанией и карточкой. Соответственно, может быть запрос на утил, чего мы вам не рекомендуем делать, поэтому... Еще раз, американская компания, американский телефон, американский адрес, американский ВДС, американский счет и американская банковская карта. Только вот этот вот алгоритм, при котором мы работаем по открытию Amazon аккаунтов, и в данном случае мы гарантируем с вероятностью в 99%, что все будет отлично, что все это пройдет и все это будет работать. В принципе, из этих пунктов, возможно, что-то пойдет не так, и вы получите запутанный утил, и, соответственно, дальше бан и деактивацию аккаунта. Да, Денис, ты что хотел добавить? Просто хотел попросить включить другой слайд.
Хорошо, да. Так, следующий слайд у нас это... Вот это, Да, да? следующий, да, она показывает, что мы ввели и дает возможность загрузить паспорт. Загружаем паспорт. Касаемо паспорта, несколько рекомендаций. Все данные должны быть видны. Это должен быть скан не с телефона. Это должен быть настоящий скан в будках, где делают ксерокс, принтер или что-то в этом роде, на максимальном качестве. То есть они в большинстве случаев, ребята, которые делают нам скан за 5, 6, 7 рублей, они выставляют среднее значение, нас интересует максимальное. Это нужно запомнить. Далее нам опять показывают, какие данные мы ввели до этого, и дают возможность ввести Bank Account Statement. Опять же, Bank Account Statement мы вводим. Всегда желательно вводить отсканированную банковскую выписку. Вы себя избавляете от многого количества нюансов. Каких именно, скажу, наверное, в следующем эфире. Да. И дальше. Если вот то, что мы вообще, когда мы видим вот это, мы ликуем страшно, мы считаем, что вау, мы можем считать, что мы заработали миллионы. Что это такое перед нами? Сейчас мы видим страницу, когда нам дают возможность назначить видеоверификацию. Это значит, все хорошо, ни один бот не сработал, мы ввели все как надо. И уже даже если мы ввели что-то в несоответствии с паспортом, нам дадут в процессе видеоколла это поменять. Мы должны это поменять, мы должны это понимать. Вот это окно – это то, что мы всегда ждем. Есть, конечно, иногда выпадает instant video call, это уже в зависимости, если вы можете на себя, скажем так, пройти верификацию или нет. Но schedule video call, мы выбираем его и нажимаем next. Да, я вот здесь хочу сказать, что почему мы радуемся, потому что вот как раз если у вас запросили видеоверификацию, значит действительно все хорошо, и ее не стоит бояться. Сейчас Денис вам расскажет, как он помогает проходить видеоверификацию. На самом деле там нет ничего страшного. На этом скриншоте мы выбираем дату, которая нас устраивает. Мы всегда берем во внимание Eastern Standard Time или то, что написано вместо него. Если это Eastern Standard Time, это 7 часов разницы с Киевом. Ну, то есть вбиваете в интернет, смотрите и в зависимости от этого подбираете для себя необходимую дату. Разница 7 часов с Киевом с этим Eastern Standard Time. Это запоминаем. Да, ну вот у меня был казус, когда перевели часы назад. Это было вообще вау. Я забыл о том, что нужно переводить часы назад, как бы все перевелось, и я не понимаю, почему у меня видеоверификация в назначенное время, она у меня прошла. Ну, в смысле прошла? Как я пропустил? Я в нужное время. И только на следующую верификацию я понял, что, оказывается, час назад перевели. Да. Денис, расскажи в общих чертах, как проходит видеоверификация. Понятно, что нашим клиентам мы всем помогаем это пройти, но как в целом проходит, какие вопросы задают, как там на них отвечать? Мы должны относиться к этому максимально спокойно. То есть, что это значит? Они не хотят знать о том, вообще компания, не компания или что-то в этом роде. Их это не интересует. Людей, которые на втором конце провода, интересует, что вы настоящий человек, вы с паспортом, паспорт настоящий, вы настоящий, у вас пол тот, который вы указали, и вообще вы физическая личность. Все, кроме этого, их не интересует. То есть я правильно понимаю, они спрашивают про ваш бизнес, про то, чем будет заниматься, какие обороты. То есть у них только подтверждение, вот, что вы человек реальный и не мертвая душа. Касаемо этого нет. Но даже если тот, кто думает, что все просто, я могу сказать, что все не так просто. Потому что все равно возникают многие вопросы у них. Не каждый, но один из трех возникает человек, особенно когда бабушки, знаете, такие дотошливые, страшно вообще. У меня было где-то 3 таких, они были страшно дотошливые. Они спрашивали вообще страшные вещи, ну просто я аж в шоке был. Но они их спрашивали, мы отвечали без проблем, потому что мы все по белому даем. Но я просто удивился, насколько они скрупулезные. Там же человеческий фактор. Принимает у вас этот звонок такой же человек, как и вы сидите. Кто знает, насколько скрупулезный попадется. Нюансов всех я сейчас раскрыть не могу, но могу сказать, что если вы будете с переводчиком, это окей. То есть якобы, если вы не знаете английский. Okay. Ну да, то есть если вам нужна помощь, пожалуйста, мы вам поможем. Если нет, ну вот
постарались вам рассказать. Давайте мы уже будем заканчивать. У нас тут много насыпалось вопросов. Сейчас мы их все быстренько зачитаем, быстренько на них ответим и будем уже прощаться, потому что мы уже что-то час 15 общаемся. Можно ли при создании аккаунта на компанию LLC указывать при заполнении tax review, что мы американские граждане, хотя учредители с СНГ? Нет, я бы не рекомендовал это делать, потому что вы вводите в заблуждение, вы предоставляете заведомо ложную информацию, а за любое подобное действие следует бан. И его можно вскрыть очень быстро, потому что у вас можно попросить Social Security номер, и как бы все, на этом все закончится. Поэтому лучше так не делать, не рекомендую. Что делать при заполнении паспортных данных, когда страна рождения в паспорте USSR? У Амазона опции такой страны нет, какую страну писать? Денис, я правильно, наверное, скажу, что это пишите ту республику, где она находится сейчас. То есть если вы родились... Да, ты абсолютно прав. То вы пишете Украина. Если вы родились в Белорусской СССР, то вы пишете Беларусь, текущая страна, да? Да, ты абсолютно прав. Да, по расположению. Если вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, то сейчас это Россия. Вот короткий ответ вот так. Да, если проводить аккаунт с физлица на американскую LLC, нужно ли пользоваться ВДС или можно напрямую? Если вы переводите действующий аккаунт на американскую компанию, то не нужно менять ни в коем случае свое местоположение, свой IP и так далее. Потому что за любое изменение карточки и еще чего-то там, в том числе и своего месторасположения, может следовать бан. Но бан не за то, что вы поменяли налоговые данные, прошли такс-интервью, а бан за то, что несанкционированный вход или что-то в этом роде. Действующий селлер-аккаунт Amazon с историей продаж, зарегистрирован гражданин Украины. Вопрос, какой лучше указывать бизнес-адрес? Реальный украинский, Шепито? Что такое Шепито, не знаю. Да, Шепито я знаю, я могу ответить. Или любой американский. Давай. Какой лучше указывать бизнес-адрес? Реальный украинский Шепито или любой американский? Я могу вам сказать, что адрес Шепито указывает кроме вас огромное количество людей. И вы сразу даете одну связь по related в случае того, чтобы указываете Шепито. Это я могу сказать с уверенностью. То есть мы Шепито сразу откидываем. Реальный украинский, но опять же, если он гражданин... Денис, давай я здесь скажу, потому что у нас есть уже информация, и мы ее уже посмотрели внимательно, о том, что в случае, если вы у если вы у аккаунта указываете любой из адрес возврата, адрес отправки, бизнес-адрес или любой адрес, связанный с Украиной, то у вас будет 20% вата. Убедитесь, что у вас ни в одном адресе, какой бы он там ни был, а их там несколько адресов, да, то есть я уже перечислил, вот, что у вас ни в одном адресе ни бизнес, ни доставки, ни отправки, ни хранения, ничего, ни производства, ничего нету украинского, иначе у вас будет 20% ват. Пишите все, если у вас американская компания, или там пишите все, как есть у американской компании, то есть адрес отправки, доставки, возвратов, все только американский, иначе у вас будет связь с Украиной, а это ват 20%. Вот, это если коротко ответить на ваш вопрос. Какую кредитную карту вводить? У американских аккаунтов, еще раз повторюсь, должна быть американская банковская карта с американским биллинг-адресом. Только и ни в коем случае никогда не засвеченная на Амазоне. Да, за связь между карточками идет бан, за связь между банковскими счетами идет бан, и это первый пункт related. У нас есть в Amazon сообществе много людей, которые занимаются related. Вперед вопросов. Этот вопрос уже к ним, и вы будете их клиентом, поэтому не рекомендую. Все должно быть уникальное под каждый новый бизнес, под каждую новую компанию. Может быть владелец США компания Иванов, а владелец нового аккаунта на компанию Петров. Может быть владелец США компании Иванов, а владелец нового аккаунта на компанию Петров. Вы имеете в виду контактные данные. При регистрации Amazon аккаунта, если вы регистрируете новый, а не первый текущий, там указывается, что вы должны указать всех бенефициаров компании, то есть всех владельцев компании. Соответственно, это ответ на ваш вопрос. Если вы переводите текущий аккаунт на американскую компанию, то до процесса проверки
там, может быть, через год, у вас не будет с этим сложностей, но потом вас спросят, а вот этот вот Вася Пупкин, там, Вася Петров, там, или Иванов, он кто? Он имеет какое отношение к компании? И вам нужно будет уточнить весь список владельцев компании, который на текущий день существует. И именно поэтому мы рекомендуем открывать корпорацию, потому что можно тусовать и миксовать владельцев корпорации лиц каждый день вот так. А в LLC вы этого сделать не можете, просто потому что LLC – это не отдельная компания, это просто ваш налоговый номер, что вы ведете бизнес от своего собственного имени. Да. То есть при регистрации вводить данные компании учредителя? Да, данные компании учредителя. Занимаетесь ли вы ведением бухгалтерии в UK? Ежегодный отчет, VAT, self-assessment? Нет. Мы занимаемся только американской частью этого вопроса и делаем это профессионально. Британской частью не занимаемся. Денис Космо, верно? Я не... Хотелось бы, но нет. Денис Космо, он другой, он выглядит по-другому, и у него чуть меньше волос на голове, чем у нас. Но тоже прекрасный человек, могу сказать. Он знакомый человек, да, мы вещаем в его сообществе, Денис красавчик. Дальше. Если аккаунт на физика Украины перевести на Сикорп, но по факту часть товара продаем через FBM с отправкой из Украины, как тогда быть? Пожалуйста, переводите, просто укажите, что все адреса у вас американские, чтобы у вас не было украинского вата, и доставляйте откуда хотите. Так, да, отлично. Я понял ваш вопрос. То есть собственник должен иметь аккаунт... США. И аккаунт не понимаю этот вопрос, можете еще раз задать. Как зарегистрировать отдельный аккаунт для представления доступа к основному Amazon аккаунту? Как зарегистрировать отдельный аккаунт для предоставления доступа к основному Amazon аккаунту? Вы имеете в виду user permission, но непонятен... User permission, да, то есть я понимаю только так. Что значит дополнительный отдельный аккаунт для доступа к основному? Не понимаю. Можно я попробую ответить? Давай. Если мы говорим про user permissions, да, нужно создавать новый аккаунт на Амазоне, вы из него подключаете user permissions к вашему основному. Если это вопрос, я так понял, то это да, ответ. Не знаю, может быть, нужно уточнить. Хорошо. Ладно, ребят, мы уже общаемся 1,5 часа. Спасибо большое. Надеюсь, что мы сегодня вам всем помогли, мы смогли ответить на все ваши вопросы и дали вам максимально подробную информацию. Если чего-то недостаточно, опять же, вы можете написать нам в Фейсбуке, вы можете написать на нашем канале на YouTube. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и поможем вам на каждом этапе. Хотел бы добавить только одну вещь. Да. Господа, на сегодняшний день очень много китайцев и на самом деле очень много людей очень просто могут взломать любой ваш сервер, на котором VDS, на котором находятся ваши аккаунты. Мы сейчас после этой проблемы, так как нам несколько людей обращались, мы ничем не могли помочь. Я сам пострадал когда-то от этого. С PayPal украли китайцы $500. Мне PayPal ответил, что он ничего не может с этим сделать, потому что все было сделано с того IP, с которого я заходил годами. Мы предоставляем одну из услуг, я предоставляю одну из услуг касаемо того, что мы можем обеспечить полную кибербезопасность вашего сервера. То есть если у вас есть флагманские сервера, флагманские аккаунты, которые сосредоточены на тех или иных серверах, если мошенники получают доступ к этому серверу, они очень легко могут получить пароли и взломать two-step verification к вашему аккаунту. Услуги по кибербезопасности, если кто-то для своих серверов, если кто-то заинтересован, пишите в личку, не стесняйтесь, защитим и обезопасим ваш бизнес. Да, я, конечно, забыл об этом сказать. Вот Денис об этом сказал. Хорошо, что мы, собственно, не забыли. Опять же, если нужна будет помощь, обращайтесь. Если у нас впереди годовые отчеты, впереди Новый год, Крисмас. Всех с праздниками. Готовимся к налоговым отчетам. Если нужна будет помощь, хотя я это уже говорил. Все, всем спасибо, ребят. Всем пока. Увидимся уже. Спасибо за внимание. Было очень приятно. Всем пока.